Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Просто послушай. Знаки судьбы в потоковой информации о тебе. У вас, мои дорогие, давайте узнаем, не задавая вопросов, что нужно услышать или что нужно знать на предстоящий период, как сложится событие будущего или вообще что случится, что произойдет. И, конечно, у каждого из нас сейчас ряд задач или каких-то, может быть, и проблем. Ставим мы планы себе на будущее, что-то хотим реализовать. Мы, конечно, не знаем, что нам расскажут карты, поэтому мы выполним сигнификацию, а вы не задавайте вопросов, а устройтесь поудобнее, включите интуицию свою, да, мудрость. Вот эти подсказки, которые приходят откуда-то изнутри, как наше подсознание, или то, что мы называем интуицией, а по факту интуиция – это интеллект и наш опыт. Вот когда опыт, который уже без эмоций, и интеллект, как высшее знание, соединяются вместе, тогда мы можем думать альтернативно, коль уж мы с вами живем в эпоху перемен. Давайте узнаем, какие знаки судьбы вам дадут карты, что карты расскажут о вас. И эта сигнификация поможет вам определиться, стоит ли смотреть дальше. Итак, кто вы? Как карты видят вас, вашу жизнь. Вот смотрите, какая путаница. У кого-то путаница, основанная на выборе. Причем по аркану влюбленный, это, знаете, такой сложный выбор. Это тот выбор, который вроде бы и без выбора может иногда касаться. У кого-то сложная ситуация, именно такая вот, как по пятерке жезлов. Может быть, те отношения, когда что-то начиналось, но вот не склеилось, мы говорим, не сложилось, да? И вы сейчас думаете, это произойдет или нет. Вот точно смотрите, пятерка кубков. Две пятерки. Пятерка всегда недостаток. Недостаток, как и взаимопонимания. Кстати, недостаток правдивой информации. Мы можем это изнутри воспринимать партнера как-то по-своему. Сложилось впечатление, мнение. Но и с другой-то стороны, может быть, и недостаток информации, потому что вы не вместе. Вот у кого-то отношения, может быть, на расстоянии. Хочется вот именно какого-то финала или логического конца. Или мы вместе, или мы порознь. Или будут наши отношения продолжаться, или нет. То есть действительно выбор. Но как будто вы и выбора можете не видеть. Вот смотрите, у нас так получилось. Пятерка жезлов, влюбленная, пятерка кубков. То есть этот выбор, а справа-слева две пятерки. Вот этот недостаток. А это у нас недостаток, ну, в первую очередь, наверное, добрых эмоций. Может быть, у кого-то из вас еще и девятка пентаклей рядышком, и она может свидетельствовать о том, что еще и сопутствует финансовая ситуация. Может быть, если о вас, это будет карта говорить, что вы самодостаточный человек, но тем не менее вы оказались, кто-то может чувствовать как в ловушке или заложником вот этих взаимоотношений. Может быть и правда. У кого-то не совсем вот личная, любовная, я бы сказала, история, а история с конкретным человеком, которая увязана, ну, когда обещания, тем не менее, какие-то давались, может быть, это партнерские отношения, а закончилось ничем. Или когда вы не верите, вот явно тут есть элемент недоверия, а вопрос еще стоит в том, что вам предстоит какие-то финансовые вопросы решать. У кого-то по дому, у кого-то, ну, тут самое разное, я уже не буду углубляться. Тем не менее, все то, что касается даже нашей недвижимости или куда-то поездок, переездов, дальнейшего продолжения, все равно так или иначе где-то есть подтекст материальный. И вот вообще непонятно, как быть. У кого-то патовая ситуация, потому что обещано много. Ну, наверное, как в поговорке, обещанного 3 года ждут. Явно тут что-то не складывается. И не получается, коль две пятерки справа-слева от этого выбора, или аркан влюбленная, не получается как-то вот проговорить, понять друг друга.
А может быть, вы допускаете, что вторая сторона умышленно что-то подобное делает? Да, какое-то ожидание. Это ожидание и одновременно могла быть и личная история. По аркану Солнца, тем не менее, я вижу, ситуация должна проясниться. Конечно, по этому аркану идут, ну, это как наши честолюбивые амбиции. И тут может быть так двояко, когда два сложных человека, каждый в своих амбициях. Но все-таки это старший аркан. Может быть, у вас уже произошло что-то в жизни, даже если мы отойдем от сферы любви, личной жизни, это когда ваши какие-то достижения, мои дорогие, и вы сейчас вынуждены с чем-то определяться. По части вашего труда, занятости, продолжения какого-то дела, или я тут что-то меняю, или я это продолжаю. Но тогда вот эти согласования, ведь не зря вот эти все карты перевернулись или выпали там даже на дне колоды. Потому что пока, по крайней мере, потому что выпало, ясности точно нет. Но явно какие-то предпосылки на ясность, они у вас были. Предпосылки были, но сейчас ожидание. Вы в ожидании, что эта ясность таки наступит. А что еще? Ну, еще одна пятерка, как вишенка на торте. У кого-то была либо ссора, либо расставание, либо, ну, кардинально друг друга они поняли, разошлись, говорят, как в море корабли. Причем не просто в море, а по разным океанам, может быть, разошлись, буквально так. Ну, точно нет взаимопонимания полностью. Вы прямо вот, наверное, как вот это солнце, так и ждете какой-то информации. Вот вы сейчас можете ожидать какой-то новости либо от человека, либо, может быть, официальные какие-то учреждения или, ну, с какими-то это связано, тем не менее, институтами, системами. Ждете ответа оппонента как будто, да, или противоположной стороны. И верите в то, что если бы вот сейчас эта ясность наступила, то моя жизнь, она бы была более определенной. Я говорю всегда по тузу жезлов, он как делит нашу жизнь на период до и после. Так что же у вас сейчас как карты видят? Вы знаете, все равно вы стоите на пороге больших возможностей. Большие возможности хотя бы просто потому, что ясность по всем этим пятеркам, она должна у вас наступить. Может быть, поэтому вы смотрите расклады, ищите вот эту информацию. Поскольку как бы в ваших руках вот еще нет этого инструмента, когда вы можете напрямую что-то прописать на бумаге, где-то поставить печати или ощутить, может быть, да, может быть, финансовые, вот мы говорили вопрос, получить какие-то деньги, и это тоже связано с персоной какой-то. Вы видите это завершение, стабилизацию вот этого процесса, но пока это еще, ну, так вот, знаете, зыбко, непонятно. Пока у вас ожидание. А может быть, ожидание вас измучило, мои дорогие. Но все же я тут вижу, что явно какой-то прогресс должен быть. Давайте, что нам еще расскажут о вас карты. Как карты видят вас. Что они скажут еще о вас. Ну, все же нас возвращают либо к вопросам личной жизни, финансов и конкретно вопросов дома. Ну, вот так вот мы, если в целом скажем. И да, может быть, если это были отношения, то это те отношения, когда люди друг другу дают как обет, обещание, все-таки это карта семьи. Может быть, это тот человек, с которым у вас был брак, например, да, или планировался как таковой, и все было серьезно. Вроде была десятка кубков, откуда же пятерка жезлов? Карта информационного хаоса. Как карты вас видят, вы знаете, все равно. Карты видят, что вы как на пороге возможностей стоите. И если кто вот меня сейчас смотрит, явно вы, по крайней мере, я так могу судить, кому подойдет наш расклад, тем людям, которые ощущают, что вот-вот решится какой-то вопрос. И это не манна с неба. Нет, мои дорогие, это именно вы предпринимали какие-то попытки. Причем попыток было много, 3 пятерки. То есть явно вы пытались как и найти взаимопонимание с человеком. Может быть, оформил кто-то документы, куда-то отправил на согласование. Теперь ждет ответной реакции или ответного уже
пакета вместе с этим документом. Или ждете какого-то важного сообщения, когда вы себе буквально говорите «пора». Когда вы создадите, может быть, конечный какой-то продукт, ну или подпишите важную бумагу, и это будет для вас тоже как и стабилизация, так и буквально как шаг в будущее. Вот уже и недопонимание или какое-то топтание на месте заканчивается. Короче, ожидания меняются на какие-то конкретные более планы и более такую выстроенную траекторию, когда больше понятия или вот как по королю Пентаклей консерватизм проходит, да? И, видимо, вам сейчас именно этого консерватизма не хватает. Эмоций много, ожиданий много, конкретики никакой. Но, тем не менее, ведь как карты видят, мы спросили. Так вот, как раз все то, что касается благополучия, причем пусть это идет в каком-то консервативном контексте, но это значит неплохо. Это традиции, это то, что по закону, это то, что более осязаемо, а не где-то там в иных мирах непонятно, как карты видят вас еще. Семерка мечей. Но вы знаете, вы, тем не менее, могли действительно столкнуться с людьми, которые вас обманывали. Вы сами где-то обманулись. Вот это точно. Посмотрите, иногда ведь аркан Солнца – это карта нашего эго. Вот ток эго, которое прекрасное, это здоровое честолюбие, это планы на будущее, это, в принципе, какая-то такая более ясная, четкая траектория. Ну вот карта под ней, под предыдущей картой, да, Солнце, у нас семерка мечей, карта обмана, карта манипуляций, ну, какие-то хитрики непонятные, да. И когда мы настроены, вы сами по себе, вот нам, по крайней мере, говорят о вас, что очень целеустремленный человек. Но вот эта целеустремленность, шикарное качество, принимайте как хотите. Но все же эго именно где-то в вас, ну, как закрывает вам на что-то глаза, потому что вы рассчитывали, может быть, прежде сами на себя. А вышло так, что вы находитесь во взаимоотношениях, в каких-то контактах, либо у кого-то люди конкретные, да, как партнеры, у кого-то, может быть, в виде инстанций, прежних договоренностей. В конечном итоге все равно люди, все же решают люди, да. И вы вроде бы были, вот это ожидание было где-то на основе уверенности. У меня получится. Но и глаза-то вот эта уверенность вам тоже закрыла, и поэтому вы, ну, явно какой-то ляпсус могли допустить. А теперь, может быть, ищите выход из создавшегося положения. Но и выход вы найдете. А в чем это тогда, интересно? Что еще расскажет? Если это вопросы по части работы, мои дорогие, вам как будто нужно перепроверить, и вы ждете, к примеру, документ. Ну, давайте уже так конкретно пойдем по картам. Вы ждете какой-то документ, его нет, тогда вам нужно вот эту цепочку отправки документа, то есть перепроверить. Если есть возможность, смотря из какой страны вы смотрите, иногда это бывает можно сделать, ну, буквально как онлайн, да, отследить отправленную бумагу, где она там подзастряла, или связаться, может быть, с тем человеком, кому она предназначалась, или инстанцией какой-то. Тут вот надо что-то уточнить. Может быть, перепроверить буквально, если вы имеете все-таки две мечевые карты, а это у нас выход как раз из лабиринта, из путаницы. Значит, тут нам ведь сказали, что вы могли какую-то ошибку допустить. И, может быть, вот именно эта ваша ошибка создала какую-то путаницу. Буквально путаница в работе. Или путаница уже в том, что вы уже сделали. И это, ну, может быть, я допускаю, смотря кто чем занимается. Иногда мечей значит интернет, да. Может быть, это у кого-то буквально работа в интернет, а у кого-то посредством или почты, или средств связи, или каких-то электронных, может быть, систем, мои дорогие. Или пусть это чиновники, да, тут тоже тут пространство будет, эфир, или как вот по мечам, да, то есть какая-то еще и мысль одновременно, которую мы должны как будто вернуть назад немножко. Проследить какой-то путь, вот я так вижу, чтобы еще раз в этот лабиринт не попасть. Вот я к чему.
Здесь именно что-то проанализировать, открутить как киноленту назад, чтобы проверить свои шаги, то ли ты сделал или сделал ли ты это правильно. А тут как будто по справедливости. Может быть, что-то и не, как будто, знаете, вы ждете. Все равно вот карты говорят все, что вы настолько большой путь уже прошли, столько уже проделали, что вам как восторжествовать должна эта справедливость, мои дорогие. Единственное, знаете, я также допускаю, что, ну, правда, иногда кто-то ждет бумагу, я такой самый банальный пример приведу. Ждет бумагу или отклик откуда-то, а именно, ну, вы не указали правильный индекс, например, да, почтовый, или там ошибка в адресе, и куда-то вот ваш документ пошел совсем в другую сторону, и именно нужно это исправить, и тогда, будет и справедливость тоже. Потому что тут какая-то была проделана большая работа явно. И вы вот действительно ждете, как вот, извещение. Вот есть явно ожидание или документа, или какого-то отклика, ну, или конкретно я допускаю, что человека, но, может быть, тогда с человеком нужно связаться. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. Все-таки у нас знаки судьбы в потоковой информации. Пусть нам тогда раскроют карты эти самые знаки судьбы без вопроса. Вот смотрите, все равно вы получаете, вы совсем скоро получите какое-то извещение, бумагу или деньги, может быть, потому что по тузу Пентакли это конкретно деньги идут, или вообще это какая-то возможность. Перезагрузка все-таки у вас будет. И это будет касаться, опять же, работы, поскольку туз мечей и туз пентаклей, либо каких-то важных согласований у кого-то и в личной жизни тоже. Или свидетельства, или какие-то, ну, может быть, через контакты важные диалоги, разговоры. И даже разговор может быть как начало-начал. Что еще? Ну, это где-то деловая сфера или конкретизация, вот то, что мы говорили, консерватизм. Нам продолжают вот конкретно финансовую тему, мои дорогие, как будто, ну, любовь любовью или отношения отношениями, но тем не менее, вот есть что-то вполне осязаемое, материальное, что пока вот как будто не склеивается, да, но карта нам говорит, что вот вам его нужно услышать, важно знать, это стабилизируется. И вам будет очень важно, смотрите, какие-то деньги вы получаете или документы получаете, и, с одной стороны, вам эта бумага может помогать буквально в чем то чтобы стабилизировать какой-то процесс, какое-то дело. Или, может быть, это ваш важный документ. Если это деньги, то тогда буквально сохраняй деньги. Давайте посмотрим, что еще, какие тут нам знаки судьбы. Вот прямо посмотрите как. Вот оно солнце. Ну, такое непростое солнце. Это ведь, по сути, это выбор правильного направления, да с карты Иерофант дважды. Карта Иерофант — это то, что нам идет по судьбе. И, кстати, это тоже то, что где-то и справедливость. Это важные какие-то согласования или подписание важных документов. То есть вот та ситуация, которая у вас складывается, она совершенно не случайна. Так что же тогда вам тут по судьбе? Ничего себе. Какая-то ваша тема не решается очень быстро. Тут как по судьбе вот эти тысячи неопределенности проходить. Вот это да. И карта мага. Мы можем сказать, как становление мага. Когда маг даже разочарование умеет перевести в опыт и просто в опыт, без эмоций. И потом следом пройти какой-то сложный, да, может быть, внутренний психологический путь, но учится как будто идти на ощупь. Вот хочется сказать так. Ведь это по Луне, как исследовать непознанную Землю без карты, без ориентиров, да еще и в сумерках. И непонятно, куда идти, и компаса у нас нет, и вообще ничего не понятно. Вот именно искусство мелких шагов вам. Тут, правда, судьбоносный момент хотя бы в том, что меняется ваша личность. Тут как задумка Вселенной для того, чтобы, мои дорогие, вы ощутили по максимуму свою силу.
И без этого, пока вот вы не научитесь себя, может быть, тут как проработка у кого-то эго идет, мои дорогие, совершенно неожиданно. Но это ведь может быть еще и личная какая-то история запутанная. У нас тоже такое проходит по аркану Луна. Вот, видимо, для вас какой-то очень сложный Гордиев узел предстоит развязать. Вот пока нам говорят такие знаки судьбы, поэтому давайте пойдем дальше. Я тут вижу вот все то, что я сказала. Отношения, финансы, ну, может быть, документы и вопросы дома. Вы могли, кстати, столкнуться с людьми, которые тоже там как будто на другом конце, да, если мы говорим, уже явно есть какая-то путаница, вы не одни, а есть взаимодействие. Так вот, ваш, назовем, оппонент, там тоже не знают, как поступить. То есть на другом конце тоже не знают, как тут это дело разрулить. Что-то там не пляшет, либо чего-то не хватает. Ну, давайте пойдем дальше. Тут вы не сами по себе. Я бы сказала, смотрите, еще один старший аркан. Вот у вас из этой пятерки, да, вот из этой неразберихи или из какого-то хаоса информационного, в конечном итоге-то ведь должна сложиться десятка кубков, туз пентаклей, да еще и старший аркан колесница. Тут идет как и согласование, может быть, по дому, по личной жизни, по любовной истории, решение финансовых вопросов, а у кого-то буквально еще и поездка, переезд. Вообще это карта отчасти успеха и карта движения вперед. Это старший аркан, когда на вас будут влиять, и, может быть, уже влияют, где-то мы об этом проговорили, и именно внешние. Внешние факторы, внешние условия, люди. Тут вам нужно, предстоит еще пройти какую-то дорогу, вот это как знаки судьбы, и это что вам нужно знать. Тут вы понадеялись, может быть, на себя, мои дорогие, и все просчитали. А действия или бездействие конкретных людей, или пусть вы даже, ну, это по работе будет у кого-то, да, подобная история, когда вы связаны с официальными лицами, назовем это так в целом, а вы ведь тоже не влияете на это. Как там человек подумает, а в каких условиях находится именно это лицо? А у этого лица, пусть даже официального, могут быть какие-то свои задачи сугубо личностные, и он где-то так это поставил на паузу, все, весь рабочий процесс. Вот, кстати, я вот этого тоже не исключаю. Тут на вас явно, посмотрите, старшие арканы. На вас оказывает влияние внешние события или то, с чем взаимосвязан ваш вопрос, конкретно в деньгах. Если вы ждете денег, вот уже хочется сказать более конкретно, мои дорогие. Да, вы тут сами можете что-то перепроверять, я уже не повторяюсь. И, может быть, кто-то и найдет свою даже ошибку, или вам каким-то образом это поможет. Но ведь деньги-то придут. Или какой-то вопрос, смотрите, у вас решится. Но я должна сказать, аркан колесница, по сути, это перемены. А девятка по нумерологии, это тоже перемены. Да, деньги вы получите, но потом как-то вам их надо сразу же очень правильно распределить. Тут надейся и сам на себя. Надейся сам на себя, потому что, скорее всего, знаете, как часть вопроса вашего решится. Именно часть. Вот то, что вы сейчас, может быть, думаете, строите где-то варианты, таким путем пойдет развитие ситуации или каким-то другим. Так вот, словно половина или какой-то процент решается, а потом вам придется что-то еще либо переиграть, либо немножко скорректировать планы. И именно от того, что вы получите еще какую-то новость. Кстати, новость у вас будет приятная. У вас будет одна приятная новость, и она будет именно касаться вот того разочарования, может быть, обмана или той какой-то сложной ситуации по личным отношениям, когда раненое сердце. Но любая тройка – карта будущего. Это не значит, что нам в будущем это придет. Нет, на сегодняшний день это как раз вот тот опыт, мои дорогие. Я говорила по интуиции. Это у нас как интеллект и пережитый опыт без эмоций. Вот эта карта здорового равнодушия, когда мы не должны повторить какой-то ляпсус. Так вот,
Может быть, это предложение или какое-то взаимодействие у вас будут как на грани между предыдущим опытом каким-то со знаком минус и вас, как собственная душа, интуиция будет останавливать, но будет и то, что вас будет вдохновлять. Вполне вероятно, поэтому вам придется корректировать ваши планы. Что еще будет? Вы куда-то можете поехать или на что-то вы тут решитесь, потому что всегда по восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его находим. Выход вы найдете из создавшегося положения. Но тут вам как будто и высшие силы помогают. Но ждите, как вот тут сама по себе новость, я говорила, да, которая так немножко продвигает или на какой-то процент решает ваш вопрос. Но и будьте готовы к тому, что, ну, тут явно не успокоишься. Ну, хорошо, давайте. Ну, вот карты переворачиваются, смотрите. Сразу 3, 2 шестерки. 6 это у нас победа. И если девятка пентаклей, всегда 9, да, это вибрирующее, говорю, число, потому что с одной стороны победа, а с другой стороны нам говорят, и следом идут какие-то перемены. Переворачивается вот это 6. У кого-то из вас, правда, договоренности все-таки состоятся. Мы можем уже некоторые итоги с вами подводить, мои дорогие. Потому что вот эта история, которая из прошлого, и мы понимаем, что да, тут все, о чем мы говорим, это не вот буквально сию секунду что-то создалось. Это тянется уже, ну, как минимум не 1 месяц, а у кого-то, может быть, и год, и 2. И вот эта вот ясность, она у вас должна наступить. И ясность по отношениям конкретно нам говорят. И ясность потому, что касается документов, у кого-то работы, получения денег или откуда к вам приходят деньги. Всегда 6 – это победа. Это как вершина активности. У вас 2 победы. И приятно, если мы говорим «паш» – это добрые вести, хорошее настроение. Ну или та весть, новость, которая вас обрадует. Как будто вы знаете, решится ваш вопрос, вот так и хочется сказать, или что-то у вас получится осуществить. Здесь есть такой момент, я уже говорила, во власти внешних событий. Есть то, что и вы должны продумать, но есть еще и то, как вам вот, наверное, как по справедливости возвращается. Вот явно вот эти 2 победы. Вы как об этом либо узнаете скоро, либо получите буквально известие. Но ведь вот задача в чем? Скорректировать планы. А если для кого-то это будут касаться вопросы именно денег, то тогда очень грамотные траты денег. Потому что, смотрите, вверху четверка, здесь больше на сохранение, поскольку впереди был как пентакль 1, и это словно зернышко мы садим в землю, да, чтобы получить, приумножить как бы, да, вот значение именно денежного какого-то потока. По пажу кубков идут на незрелость. Хорошие эмоции, но они нам явно не помогают для того, чтобы что-то хорошо осуществить, потому что тут больше рационализм какой-то требуется, и мы уже знаем, что где-то наше эго могло подкачать, и мы что-то и прошляпили. Поэтому нет, эмоций даже со знаком плюс не должны помешать вот эти 2 победы как будто сохранить. Ладно, что тут еще за знаки судьбы? Что нужно услышать? Тем не менее, какая-то пауза, либо пауза в согласованиях. Может быть, и с конкретным человеком, король мечей. Это будет означать, для кого-то и персону, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха, да, например, ну или имеет там асцендент. Но все-таки мы смотрим конкретно на какое-то действие, да, на вашу судьбу. Тут может быть, как чиновники проходят, люди, работающие с металлом, специалисты узкие, да, как и врачи, так и юристы, адвокаты, или люди, которые, ну, умеют сделать что-то своими руками именно, да, или высокого ранга чиновники, когда тоже мы что-то согласовываем. Поэтому я тут вижу победа, может быть, не такая быстро в получении согласований, документов, еще каких-то подписаний. То есть все равно, как будто вот эта победа потом, но есть заминка, мои дорогие. Вот как ни крути, а ведь все равно. И я часто говорю по семерке пентаклей, если этот вопрос касается конкретно регламента. Ну, мы знаем, что да, вот
существует какой-то период времени, мы не убыстрим. Мы ждем как ответа, или мы ждем, допустим, когда пройдет какое-то количество времени, за период которого рассматривается наш вопрос. Если мы что-то куда-то отправляли, или, ну вот я говорила, пересмотреть, да, если какая-то цепочка, если это было, ну, что-то вами написано и именно куда-то отправлено, то тут, может быть, и придется что-то и переписать, и пересмотреть, и переотправить. Вот я это для кого-то не исключаю. Причем сделать это вот так, как это бы сделал король мечей. Вот так вот холодно, здравомысляще, и никаких эмоций, никакого сожаления. Для вас это будет как будто необходимо. Мгм. И тогда аркан император говорит о том, что вы как раз и получаете то, что вы хотите, если это важная бумага или стабилизация, какой-то порядок, согласование, может быть, на высоком уровне по аркану император, а для кого-то из вас придется общаться с людьми еще как на будущее. Я этого не могу исключить. Все же у нас и император, и король мечей. Можно сказать, император хоть и старший аркан, но иногда это как персона. Персона, которая имеет рычаги влияния или имеет статус. Вы можете столкнуться, встретиться с таким человеком, более чем ресурсным, кстати, по разного рода задумкам. Может быть, это у кого-то, опять же, деловая сфера, и документы, согласования, а для кого-то это будет и личная жизнь, когда тоже нужно что-то вам принять во внимание, что все должно быть именно по закону. И вот эта система, она будет вас беречь буквально, когда вы не идете против нее, а когда вы что-то делаете именно так, как это предусмотрено. Вы можете тут с чем-то быть и не согласны, хотя, наверное, когда вы подойдете к этому этапу, вам будет, ну, я не могу сказать, что все равно, но эмоций точно, мои дорогие, уже не останется. Какая-то у вас задача. Вот я буду благодарна вашим комментариям. Тут явно присутствует какой-то сложный вопрос. И я должна сказать, для кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть, это встреча какая-то судьбоносная с важным человеком. И с учетом шестерки кубков я не могу сказать, что вы его не знаете. Я могу допустить, что кто-то и не знает, но тут, скорее всего, явно будет та персона, с которой вам нужно либо договориться, либо совершить какой-то важный разговор, потому что часть вопроса может зависеть именно от этого человека. И вы, может быть, будете ждать вот этой встречи, у кого-то будет так. Хорошо тогда. Давайте спросим совет от карт, правда? Потому что тут так неоднозначно. Что бы нам посоветовали, просто вот как знаки судьбы, основные знаки. Как действовать, как быть. Ну, кстати, будет, опять же, очень много будет новостей. Где-то об этом и пятерка жезлов может свидетельствовать. Тебе предстоит, ну, вот в этом водовороте как и событий, так и буквально бумаг у кого-то, написание ответов, получение, опять какой-то отправки. У кого-то это могут проходить, конечно, вопросы. Посмотрите, все пажи, много пажей. У кого-то и детские темы могут проходить, мои дорогие. И тем более с учетом и десятки кубков, как нерешенные семейные вопросы. Ну, например, пусть это даже взрослые дети, а у кого-то дети не взрослые, и прежде какая-то история такая, ну, зыбко непонятная через обман, да, вот эти две карты. С кем дети остаются, например, да, ведь мы все разные, кто меня смотрит. Ну и есть еще и такой момент, когда все равно мы стабилизируем что-то, и где-то мы вынуждены принимать важные решения или выбирать какое-то направление. Вот самое главное, знаете, по восьмерке мечей, здесь у нас не должно быть какой-то глубокой философии на мелком месте. Нам это тогда явно не будет помогать. Давайте я положу в центр эти карты. Потому что и действовать как будто нужно, но и действовать не так, как мы себе это думали прежде. И будет такой момент, что вам как нужно на что-то решиться, а вам может быть буквально страшно, а вам нужно, ну вот если эмоций не добавите к какому-то вопросу, мои дорогие, точно выйдете победителем по двум делам.
Если есть даже два дела, которые где-то между собой взаимосвязаны. Вот ваше все холодное мышление, критическое мышление, внимание к деталям. Не делать чего-то на автопилоте, да, или на автоматизме. Также, строить очень продуманные разговоры, диалоги. Смотрите, вы-то тоже тут, даже если вы сталкиваетесь с сильными мира сего, да и вы-то тоже молодец. И неважно вот уже, кто с какой позиции смотрит, мужчины, или девочки мои дорогие. И неважно, опять же, какой знак зодиака. Здесь именно нужно как быть на равных, понимаете, в каком-то диалоге. Ни в коем случае нельзя находиться в каких-то сомнениях, иначе оппоненты могут сразу прочувствовать вашу слабину, мои дорогие, да, потому что по семерке жезлов на вас будут как оказывать воздействие, к чему-то уговаривать, а вам, как по королеве жезлов, нужно быть на своей волне. Здесь, знаете, как лучше не обещать кому-то что-то, а взять, допустим, паузу и сказать: ну, я подумаю. Что еще как карта совет? Вы не можете изменить что-то. Все движется в сторону перемен, мы с вами это говорили. Но и отказаться от чего-то, вот знаете, полностью, может быть, это было бы не очень правильно. Была бы буквально глупая какая-то ошибка совершена. Но и согласиться на 100%, так как это вам предлагают. То есть тут явно есть какой-то диалог, мои дорогие. Здесь где-то по диалог идет и по шестерке кубков тоже. Нам двое показаны. От того, как вы договоритесь, будет решен какой-то вопрос. И от того, как вы научитесь себя буквально сохранять. Наш ведь шут, посмотрите, он тут едва ли не старше мага, но на самом деле, потому что здесь нам просто маг, все стихии в руках, а тут у нас такой шут, который жонглирует всем зодиаком. И жонглирование, опять же, манипуляции. Нам или договариваться придется, но оттолкнуться, видимо, от правды. Вы тут будете слышать, или знаете, с чем вы можете еще столкнуться? С людьми, которые могут с вами спорить. И тем не менее в споре, оказывается, находится вот эта истина. Вы будете видеть какое-то рациональное зерно. Но вы сами тут, может быть, даже услышав какую-то новость скоро, вы поймете, что, ага, вот я, или вот эту ошибку-то вы как раз и можете найти, как я говорила. В чем она была? Вам как будто это надо проанализировать. Явно был какой-то ляпсус, понимаете, который сложил как траекторию в другую сторону. И вот вам это нужно как минимум принять во внимание или переиграть. А что это? А из-за этого, вот, кстати, был недостаток понимания или из-за этого недостаток по деньгам. Вот надо стабилизировать это как минимум. Ну, давайте последнюю карту. Будь готов к неожиданностям. Нам сказали ведь, да, есть какой-то еще период, который, может быть, и придется подождать, да, вот эта победа, она уже у вас буквально на, ну, где-то очень близко. Но потом, следом за этой победой, по семерке пентаклей, нет такого прогресса. Вроде победа есть, а потом, может быть, будьте к этому готовы, мои дорогие. Может быть, какая-то обстановка. Обстановка паузы или как ожидание, а потом у вас решается какой-то вопрос, окончательно закрывается. Но, может быть, вот именно вы где-то совсем скоро и окажетесь, вот как по этой карте, вынужденным ждать что-то, да? И тогда вот за этот период ожидания вам это не просто ожидание бездействия, а вам самим тут нужно что-то переиграть, переделать, ну, как передумать, рационально понять, откуда ноги растут у какой-то задачи или проблемы, и настроить себя совершенно на другую волну с учетом королевы мечей. Это будет сделать вот для чего столько, в принципе, мелких карт, правда? А потому что и еще какая-то важная, самая важная беседа, мои дорогие, она у вас впереди. И если бы вы не проходили этот опыт, то вы бы могли совершить тоже какую-то ошибку. Тут и первая эта карта выйти вот из как какого-то, ну, неправильной оценки ситуации, наверное, начнем говорить так, или неправильной оценки взаимоотношений.
Видимо, для вас это будет важно, потому что следом, да, как будто будет согласование, будет важный диалог, подписание каких-то документов. И буквально, знаете, как с места в карьеру у кого-то может пойти жизнь, когда быстро что-то начинает меняться. Будь готов к неожиданностям. Это все то, что я говорила. Ну, вот таким был наш расклад. Перекладывайте на себя. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, причем так искренне, душевно. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Любая путаница устранима, даже если поначалу она напоминает хаос. Хаос, мои дорогие, перед началом творения. Ну, как-то так.